предвзятости. Внимательно вас слушаю. Был период, когда у меня был много командировок, перелетов. И я вот опять, это, наверное, больше вопрос психологического плана. Я не люблю в самолетах стоять в очереди в туалет. Потому что там тесно, и вот я дискомфорт такой вот психологически доставлял всегда. В очереди именно не любите стоять? Да, ну потому что в туалете, в самолете всегда очередь. Вот. И я для себя нашел такое решение, что просто меньше пить. То есть вот, если там понятно, летишь 4 часа, хочешь не хочешь, ты в туалет сходишь, а то и 2 раза. Но если лететь там час-два, то в принципе, если вот перед тем, как сесть в самолет, там, грубо говоря, за час не пить, ну и так минимально, скажем, то можно спокойно лететь и не заморачиваться. А это, когда часто летаешь, это складывается в такую привычку. И закончилось это все тем, безусловно, это не единственная причина, это как всегда в комплексе. У меня, в общем-то, камень в почках был. Вот. То есть он, как часто бывает, пошел. Вот это была прям беда. В 22 году я валялся в клинике, прям люто было. То есть он у меня пошел, застрял в мочеточнике. Да, и образовался так называемый пузырь. То есть когда он идет и встает. Застывает. А там дело в том, что вот специфика мочеточника, там очень внутри такой вот нежный, что ли, правильно сказать, покров, что он спазмируется сразу. Ну, то есть его, как начинает камень царапать, он сразу спазмируется, и все. И здесь вот уже ничего ты не сделаешь. То есть бывает, когда камни выходят сами по себе, это нормальная история. Вот. Но когда он большой, то вот если он начинает царапать мочеточник, то вокруг вот этого прям места образуется такой вот пузырь, он спазмируется, и все, и он уже никуда не двигается. И вот как бы, там была операция, все это дело было, в общем, тоже такая болезненная история, дико. Операция. А что за операция была, кстати? Уж тогда, как говорится, извиняйте за подробности. Да. Половой член входит специальным. С этим, с крабиком, да? Да, да. Нет, там не так. Там входит тонкой трубкой с камерой на конце. Да. И в этой же камере, в головке, она называется, да? То есть, грубо говоря, головка и вот этот вот, назовем его так, кабель. Все это очень, конечно, тоненькое, но тем не менее. В головке камера и специальная ультразвуковая катушка. Потому что и как только они по мочеточнику доходят до вот этого пузыря, где вот этот камень, они его, значит, осматривают, чтобы видно было камерой, куда направить вот этот вот ультразвуковой выстрел, назовем его так, импульс. И как бы импульсом разрушает, в несколько циклов. Смотрит, то есть вот выстрел, смотрит, насколько он разрушился камерой. Да. Сразу, да? Сразу же, да. Естественно, это все делается под общим наркозом. Вот. И как бы вот в результате вот этого ультразвукового неоднократного воздействия камень разрушается на маленькие. И дальше вот еще та боль-то как раз они, когда начинают вот так маленькие камни. Ногу освобождаем, не тянем. Да, извиняюсь. Аж прям зажали к себе. Вот, короче, я это все к тому, что а почему так произошло? Когда вот уже случается, думаешь, что привело к такой проблеме. Врачи хорошие, они говорят, как бы первое, да, это, конечно, неправильная работа, в принципе, обмен веществ. То есть ты неправильно питался. Все вот камни, вот эта вся история, это первая причина, самое главное, это неправильное питание. То есть сбалансируй питание, чего-то ты ел много, чего-то ты не доедал, в результате образуются вот эти вот, они разного типа бывают, вот эти вот камни, они бывают там кислого, щелочного плана, там какие-то еще там и так далее. Вот. Но второй момент это как раз то, что песок всегда с любого человека выходит, так называемый песок.
Вот, это нормально. И здесь важен режим питья. И мне они сказали, что вот как бы... То есть песок в любом случае образуется, но он успевает выходить, если у тебя правильный режим, правильное питание. Так это режим работает? правильного питья. Режим правильного вымывается. питья. Вымывается, да. То есть он не агломерируется, то есть он в почках образуется, песочек. Вот если, грубо говоря, режим питья, ну то есть прием жидкости нормальный, то этот песок, он не слипается, а он вымывается как песок, и он проходит через сечение мочеточника. Вот. А когда застой длительный, когда протока воды нет через почки, эти камни начинают, песок начинает слипаться в камни, и дальше уже все. А он, когда этот камень образуется все больше и больше, рано или поздно он с почки вываливается в мочеточник, и вот происходит то, что происходит. Вот, и они мне сказали, как бы еще вот не делай большие интервалы между приемом воды. Ну так, любой жидкости. И я проанализировал и пришел к выводу, вот с чего я начал рассказ. С того, что вот а перелетов было много, повторюсь. И у меня такая уже практика, я как бы старался меньше пить. Вот. А что в самолете сидишь, движения нет, проток, вот это нет. Так-то вот когда там, например, где-то ты в офисе там или там, да где угодно, ты все равно там чай попил там, ну, 2, 3, 4, 5 раз в день, да, если? Ну и, соответственно, там 3, 4, 5 раз в день сходил в туалет. Как? А вот перелеты, они замедляют, в принципе, из-за того, что ты сидишь, да еще и там давление маленькое, разряженный воздух. В общем, метаболизм замедляется, и когда это очень часто, когда это на протяжении долгого периода времени, вот происходят эти процессы. Поэтому, как бы я тоже вот все это дело проанализировал, понял, что надо вот эту привычку исключать. Весь этот долгий рассказ мог к тому, что я потом уже исключил эту привычку. То есть, неважно, там, лечу я, не лечу. Воздерживаться от питья. Да, все. Значит, надо мне там 2-3 раза за час-два перелета сходить в туалет в самолете. Значит, я иду, стою в очереди в туалет и... И при этом нормально пить. Да, главное нормально пить. Ну, потому что дикая боль, когда я, вот, опять это баланс, вот, верите, нет, дикая боль внутри, вот это вот, она настолько... Режущая, да? Вообще. Да. Я один раз до того, что вот я съежился буквально в позу эмбриона, и спазмирующий вот этот вот процесс происходил настолько, что я не мог дышать. Я вдыхал вот этими микродозами, выдыхал, лежал вот так вот до приезда скорой, пока мне просто не вкололи расслабляющий препарат какой-то, обезболивающий, расслабляющий. Я просто не мог дышать. Ничего себе, дома, да, это? Да, дома. Я просто вот настолько вот меня боль спазмировала. Вот говорят, там боль так, ну, боль спазмирует, и ты ничего не можешь делать. Я раньше в это не верил. Да. Я думал, что можно через силой воли. Нифига. Я просто лежал на полу, абсолютно в позе эмбриона. Я не мог двинуться, я не мог дышать даже. Из-за какого-то маленького камушка в каком-то узеньком канальчике. Да, абсолютно. Очередь. Вот так. Очередь. Вот это называется в простонародье почечная колика, так называемая, ну, вот, расхожая фраза. И это кошмар, какая боль. Просто капец. Да, я еще не дожил до этого. Нет, Влад, это все, повторюсь. Но я очень много пью. Прям вот, очень много пью. Вот, видите, вот я опять же говорю, это все. Ну и плюс, конечно, опять, видимо, специфика моего метаболизма, она такая была, что при неправильном питании, оно вот все так вот еще, то есть, тоже. Ну, кстати, да, это же кальцинат. Конечно. Да. А они там по кальциевому типу, по фосфатному типу там. Не сжимаем. Ага. Да, я слушаю. Их там 5-6 видов буквально вот этих вот Ну камней. это все кальцинат, да, получается? Или не все? Нет, не все, я повторюсь, это и вода, жесткость воды влияет,
и какое количество жирной пищи ты ешь. Это... Все влияет. Я понял. Там могут быть как и из кальция состоящие, Да. в том числе и из жировых этих. Да. Вон что. Там, я говорю, 5 или 6 видов вот этих вот камней разных. Притом, как они все сразу говорят, если ты думаешь, что ты сейчас откажешься там, от жирной пищи, Да. и не будет вот этого происходить, нет, оно, говорит, странно так устроено, что оно переходит, например, в прошлый раз они, когда камень достают, они его дают на анализ и определяют тип его. Вот. Они говорят, сколько раз бывало такое, что первый, например, камень достали, определили тип. Человек скорректировал диету, через какое-то время у него опять достают камень, делают анализ, у него уже другой тип. Вот так вот. Помните, я вам говорил про эти? Это вот боковая мышца. Да. В прошлый раз на спине вы лежали, она же болела с той стороны. Я сейчас вспомнил. Да. Она у вас, значит, болезненная. Вы на левую больше упор делаете, да? У меня левая нога сильнее, чем правая. Хотя я правша. Но опорная у меня получается левая. Я на ней приседы лучше делаю, и стабильнее она себя ведет в приседе. И она по качеству, она у меня посильнее. То есть ноги тоже, видите, разные бывают. Да. Одна левая, другая правая. Я это же хотел сказать. Так, Сергей, давайте еще сейчас на тазобедренный я вам сделаю упражнение. Мне вообще в последнее время очень нравится вот такого рода упражнения. Это вот как на кифос я вам делал. Потом, ну, именно вот на суставы тоже сейчас я прям туда ударился. Это очень сильная тема. Прям она не то что сильная, она эффективная. Нигде не стрельнуло, ничего, поясница нормально? Все хорошо. Тут еще, видите, квадрицепс, он же прикрепляется к тазовым костям. И это может быть еще в том числе напряжение и передаваться из-за того, что сам сустав тазобедренный не мобильный. Растяжки, прокатки, потом растяжки, это в приседе растяжки, знаете, да, на тазобедренной? Тоже не знаете, да? Не знаю. Но я знаю, вот как я сажусь на корточки и спину колесом и руки вперед тяну, вот максимально растягиваю, стараюсь. Это очень плохая растяжка. Плохая? Да, она не очень эффективная. Вот так. Так делают только те, кто уже может, у кого растяжка есть. Для них это в качестве профилактики. То есть они уже это могут делать, и они это повторяют, потому что это дает им не уйти в отрицательную мобильность. Поняли, да? Поддерживает. А чтобы именно заходить в плюс в мобильности, там нужны другие упражнения. Так. Ну, в прошлый раз, если у меня было такое чувство
недоработки, потому что, ну, во-первых, первый сеанс, во-вторых, новый пациент, непонятно как что скажется, отразится. Сейчас более-менее доволен. Так, ручки, ручки, ручки. Кстати, руки. Ну да, тут явно прям надкосница. Надкосница, понимаете, это что такое? Вот смотрите. Место крепления. Да, она прям выстилает всю костную ткань. Ну, видите, вы знаете. Поэтому, когда забились мышцы, она, получается, воспаляется, вот эта надкосница. И туда нужно питание загнать. Питание, чтобы загнать, это нужно хорошо размять, растянуть. Да. Ну, проще говоря, опять же, как это всегда и везде, обеспечить кислородом. Да. Обеспечить кровоснабжение. Кровообращение, да. Потому что все беды это как раз от того, что... От голода. Да. То есть циркуляция замедляется, ухудшается снабжение кислородом, и, соответственно, спазмируется все дальше и больше. Видите, плечи у вас тоже воспаленные, кстати говоря. Да. Это турник. Расслабляем. Сейчас надо плечо тогда разработать.